Жуткая история о таинственном исчезновении двух туристок из Нидерланда, отправившихся в Латинскую Америку, потрясла весь мир. Девушки идут на прогулку по туристической тропе Эль Пианиста, попутно делая множество фотографий. Спустя несколько часов девушки пытаются дозвониться в службу спасения. Несколько дней с их телефонов неоднократно совершаются исходящие звонки в 911 и 112. На шестой день на одном из найденных позже телефонов несколько раз вводится неверный пин-код. Спустя 11 дней один из телефонов был включен и затем выключен уже навсегда. Через 2,5 месяца найден рюкзак пропавших девушек, после чего вопросов становится еще больше. В сумке найдена цифровая фотокамера Canon. Позже полиция извлечет снимки и станет ясно, что в первый день девушки сделали 33 дневных фотографии. А спустя неделю глубокой ночью фотоаппарат снова будет включен, и сделано будет ровно 100 снимков. Сотни тысяч людей по всему миру пытаются понять, что именно изображено на этих жутких фотографиях, но совершенно никто не может дать логичного объяснения. Возможно, что снимки вовсе были сделаны не девушками, тогда кем? Одна из фотографий была удалена из фотоаппарата. Что это был за снимок? Кто и зачем его удалил? Одна из самых страшных и запутанных историй – исчезновение Крис Кремерс и Лисан Фрон. Две студентки из небольшого голландского города Амерсфорд, Крис Кремерс и Лисан Фрон, давно хотели посетить Латинскую Америку. Их выбор в конце концов пал на Панаму. Они запланировали 6-недельное путешествие. Первые 2 недели они должны были проживать в курортной провинции Бокас-дель-Торо, а потом на оставшиеся 4 недели уехать вглубь страны, в небольшой населенный пункт Бакетта, где находилась школа изучения испанского языка, ориентированная на туристов из Европы. О самих девушках известно немного. Крис Кремерс по окончании учебы должна была стать искусствоведом, была открытой, общительной персоной. Поездку в Панаму она оплатила из собственных сбережений, копила на нее минимум полгода, подрабатывая официанткой в местном ресторане, где и познакомилась с Лисан. Была фанаткой рок-группы Red Hot Chili Peppers. Лисан училась на психолога, мечтала о работе за границей, в южных странах, что требовало в свою очередь знания других языков, особенно испанского. Поездка в Панаму была частично подарком от родителей, своего рода авансом за будущий диплом. При росте 184 сантиметра Лисан успешно играла за студенческую волейбольную команду. В Бакетте девушек ждет первый сюрприз. Курс испанского языка откладывался на 8 апреля. Таким образом, у Лисан и Крис появилась целая неделя незапланированного свободного времени. Было решено посвятить это время изучению местных достопримечательностей и окрестностей. Благо, выбор однодневных туристических маршрутов вокруг Бакетте действительно впечатляет. Лисан и Крис приезжают в Бакетте. Они по предварительной договоренности снимают комнату в пристройке дома у женщины по имени Мириам. Она сдает комнату по контракту со школой испанского языка. Комната, судя по всему, имеет отдельный вход. Девушки получают 2 пары ключей. После совместного завтрака девушки уходят осматривать город и возвращаются вечером. Чего-то необычного или присутствия третьих персон с девушками Мириам не заметила. Девушки рано утром уходят в языковую школу, где получают известие о том, что практика начнется на неделю позже запланированного срока. По некоторым свидетельствам, девушки, особенно Лисан, расстроились. В школе они беседуют с менеджером учебного заведения, а затем с местным гидом Фелициано Гонсалесом. Они заказывают у него сопровождение на 2 пеших маршрута. В среду на так называемую клубничную ферму, расположенную у подножья вулкана Бару, а в субботу непосредственно на сам вулкан. В тот же день девушки последний раз контактируют с родителями по WhatsApp. «У нас все хорошо, поговорим позже». Таким было последнее сообщение Лисан. Девушек видят в кафе недалеко от школы, в обществе 2 молодых людей. По свидетельству гида Фелициано Гонсалеса, в это время девушки покидают школу испанского языка. Впоследствии Фелициано не раз повторял, что он, очевидно, был последним, кто видел девушек в Бакетте. Таксист Леонардо Мастину видит голосующих девушек на дороге, недалеко от школы испанского языка.
Он подвозит их за $5 к старту пешеходного маршрута Эль Пианиста. Джованни, хозяин кафе, находящегося на старте Эль Пианиста, видит девушек. Они задают ему несколько вопросов о маршруте. Один из работников, очевидно кафе, видит девушек, уходящих по маршруту, и дает им в проводники свою собаку Блю. По свидетельству жены хозяина кафе Дорис, через час Блю вернется назад, один. Некто Педро Капон, возможно владелец одного из кафе или магазинчика у Эль Пианиста, видит двух девушек, вернувшихся с маршрута. Были ли это Крис или Сан, неизвестно. Они спрашивают у него, как им вернуться в город. Он показывает им место, где можно поймать такси или сесть в автобус, но в какую сторону ушли девушки, Педро не видел. Также некий американец, живущий около старта Эль Пианиста, видел двух девушек, вернувшихся с маршрута, и как они вели беседу с хозяином одного из кафе, очевидно спрашивая, как добраться в город. Как рассказывают многие побывавшие в Панаме, применение собак в качестве проводников – распространенная практика. В случае, если туристы потеряют ориентацию и правильное направление, четвероногому гиду можно будет отдать команду домой, и он без проблем выведет заблудших обратно к городу. Это, возможно, главный свидетель по данному делу – хаски по кличке Блю. Гид Фелициано Гонсалес. Он неоднократно критиковал местную полицию за недостаточную активность поисковых мероприятий, а также после исчезновения девушек собрал небольшой волонтерский отряд из местных индейцев и сам отправился в джунгли. Кроме того, в одном из интервью он рассказал голландской прессе о том, что в джунглях по другую сторону гор находится множество заброшенных и нигде не обозначенных на картах хижин и землянок. Живет там кто-нибудь или нет, неизвестно, даже ему. Водитель такси Леонардо Артуро Гонсалес Мартинес, подвозивший девушек якобы 1 апреля до старта Эль Пианиста, через год после описываемых событий погибнет. Неподозрительной, но весьма нелепой смертью. Молодой 34-летний человек почувствует себя плохо, упадет в водоем и утонет. 2 апреля у Крис и Лисан была назначена встреча с Фелициано Гонсалесом. Его услуги уже были оплачены. На назначенную встречу девушки не явились. В течение дня гид наведет справки в школе испанского языка и по месту проживания семьи, где остановились девушки, а к вечеру этого же дня сообщит о своих подозрениях в полицию. Утром 3 апреля полиция Панамы приступит к разыскным мероприятиям. Будут проведены обыски в школе испанского языка и в квартире, где проживали девушки. В комнате найдут 2 ноутбука, принадлежавших Крис и Лисан. После изучения данных полиция установит, что рано утром 1 апреля девочки сделали множество запросов в интернет-поисковиках по поводу пешеходных туристических маршрутов в районе Бакетте. Особенно они интересовались маршрутом Эль Пианисто. В этот же день начинается поисково-спасательная операция. К 5 апреля полиция и спасатели заканчивают поиск на Эль Пианисто и близлежащих туристических маршрутах и уходят за их пределы, на тропы, расположенные на внешних склонах гор вокруг Бакетте. В воздух поднимается первый вертолет, пока правда не столь для поиска, сколько для координации отрядов спасателей. Ориентировка на девочек уходит в соседнюю Коста-Рика. 7 апреля один из крупнейших международных туроператоров, предлагающих отдых в Панаме, Lonely Planet, настоятельно рекомендует воздержаться туристам от одиночных походов за пределы смотровых площадок, обращая внимание на участившиеся случаи разбойных нападений. 8 апреля начинается поиск с помощью вертолетов. По заявлению полиции Панамы, операция по поиску Крис и Лисан была самой широкомасштабной в истории этой страны. 10 апреля в Панаму прилетают родители Крис. Активная часть операции будет завершена к 14 апреля. Все поисковые мероприятия остались без результата. Не было обнаружено ни самих девочек, ни их останков, ни следов крови. Обычно оставляемые заблудившимися различные маркеры на деревьях или нацарапанные стрелки на камнях также обнаружены не были. Карта из поискового штаба панамской полиции показывает, какая работа была проделана за эти дни поиска. В конце мая на помощь панамским коллегам вылетает отряд голландской полиции в составе 18 сотрудников и 12 собак различного профиля.
Первые 3 дня пребывания в Панаме голландская полицейская группа сосредоточится на осмотре жилых помещений в Бакете и около Эль-Пианисто. Ясное дело, что никаких юридических прав на подобные действия полицейские не имели. Однако, со слов полиции, большинство местных жителей, с которыми они имели дело, дали согласие на осмотр своих помещений. Естественно, что одной из главных версий исчезновения девушек являлись предположения о том, что Крис и Лисан могли банально заблудиться. Маршрут Эль-Пианисто начинался на северных окраинах Бакетте, на высоте 1270 метров над уровнем моря. На протяжении первых 1,5 километров маршрут проходит вдоль кофейных плантаций, небольших рощ по достаточно спокойному ландшафту. Подъем на этом участке маршрута составляет всего около 200 метров. Далее тропа сужается. Маршрут становится чуть более диким, поднимаясь еще приблизительно на высоту 500 метров, и после 4,5 километров протяженности заканчивается небольшой смотровой площадкой, выражаясь по-испански «Мирадором», на высоте 1890 метров над уровнем моря. На этом этапе заканчивается, так сказать, официальный маршрут, указанный в некоторых консервативных путеводителях. Тропа же продолжается далее, спускаясь по склону горы на так называемую карибскую сторону Панамы. Это неофициальная часть маршрута, в различных источниках называется чуть по-разному, но приблизительно в переводе на русский ее можно обозначить как «Карибский спуск». Он приводит в малонаселенный район под автономным индейским управлением со сложным названием Нгобе-Бугле. Район населен 2 индейскими племенами. Одно из них носит название Нгобе, а второе Бугле. Рельеф местности, в которую приводит Карибский спуск, изначально несколько пересеченный, а затем в основном равнинный, разделенный рекой Рио-Калдера и ее притоком под названием Кулебра. На карте это выглядит приблизительно вот так. Долгое время казалось, что детали в истории исчезновения девочек останутся навсегда невыясненными. Однако, спустя 2,5 месяца, 14 июня 2014 года, в этой истории произошел неожиданный поворот. В этот день местный индеец, проживающий на карибской стороне, во время работы на небольшом рисовом поле, обнаружил в обмелевшем русле, рядом протекавшей реки, синий рюкзак. Содержимое рюкзака было следующим: заграничный паспорт на имя Лисан Фрон, страховая медицинская карточка на имя Лисан Фрон, по некоторым данным карточки обеих девочек, $83 США, 2 пары дешевых солнцезащитных очков, 2 мобильных телефона, 2 бюстгальтера, бутылка из-под воды, фотоаппарат фирмы Canon. Судя по первоначальным сообщениям прессы, положение и состояние рюкзака было таково, что однозначно определить, был ли рюкзак оставлен на этом месте, либо его принесло течением, не представлялось возможным. В результате различных экспертиз найденных предметов будет установлено: на самом рюкзаке будет найдена ДНК 2 неизвестных женщин, а также 2 слегка неполных мужских ДНК. Тем не менее, одного из мужчин удастся идентифицировать, но кто это и каким образом он оставил свой генетический отпечаток на рюкзаке девушек, полиция не сообщит. На мобильных телефонах девушек, по официальным данным, будет найдено более десятка различных отпечатков пальцев, по неофициальным 36. 3 дактилоскопических отпечатка из найденных на телефонах будут также найдены на фотоаппарате. Один из этих повторяющихся отпечатков вызовет подозрение панамской полиции и будет занесен в дактилоскопическую базу данных разыскиваемых преступников. О состоянии и технической неисправности мобильных телефонов и фотоаппарата полиция ничего не сообщила. Однако данные с мобильных телефонов и фотоаппарата были впоследствии расшифрованы и опубликованы. Скорее всего, SD-карта фотоаппарата была все-таки слегка повреждена. На месте, где был найден рюкзак, полиция возьмет 6 проб для выделения ДНК. 5 проб не дадут никакого результата. ДНК 6-й пробы принадлежала сотруднику Института криминалистики, в котором проводилась данная экспертиза. На рюкзаке будут найдены остатки почвенного и растительного материала. По заявлениям голландской полиции, данный материал никогда не сравнивался с составом почвы местности, в которой рюкзак был найден. Вдоль русла Кулебры была развернута новая поисковая операция, в ходе которой были обнаружены: ботинок черного цвета, обнаружен 16 июня. Он принадлежал Лисан.
Ботинок находился недалеко от русла реки, за деревом. В ботинке обнаружили часть ноги Ли-Сан. По мнению полиции, она была отделена в результате естественных процессов. Впоследствии, 29 августа, недалеко от этого места будут найдены более мелкие костные останки, на которых обнаружат кожный покров. Кожный материал показывал первую стадию разложения, в результате чего полиция пришла к выводу, что он хранился в тени, в прохладном месте, при низких температурах. На коже были обнаружены некие черные точки и множество отверстий, оставленных очевидно насекомыми, а также некие красные полосы, являющиеся следами гемоглобина из мускул. Тазобедренная кость, точнее говоря, ее часть, была найдена рядом, также 16 июня. Последующий анализ ДНК показал, что кость принадлежала Крис Кремерс. На кости не было обнаружено признаков разложения. Полиция предположила, что кость была отгрызана хищниками, хотя явных следов клыков животных на ней найдено не было. Джинсовые шорты, принадлежавшие Крис, были найдены в конце июня. Лежали на небольшом камне возле устья двух рек. Следов крови или разрывов на шортах обнаружено не было. 3 августа, более чем в 15 километрах от старта Эль-Пианиста, будут обнаружены новые костные останки. Большинство из них принадлежали животным, однако один фрагмент костного материала оказался ребром Крис Кремерс. Еще при визуальном осмотре эксперты обратили внимание на необычный абсолютно белый цвет кости. При последующем анализе на ребре Крис Кремерс были найдены большое количество фосфатов, вследствие воздействия которых ребро и получит такой цвет. О сложности ландшафта местности, где нашли вещи и останки девушек, можно судить по тому факту, что одно только путешествие следователя Панамской прокуратуры за найденным костным останком Крис Кремерс продлилось около 10 часов, а по окончанию этого путешествия ей потребовалась медицинская помощь вследствие дегидратации организма. После этих находок полиция Панамы озвучила одну из версий, согласно которой девушки могли стать жертвами хищников. Главный подозреваемый выглядел вот так. Впрочем, пума была не единственным подозреваемым из панамской фауны. Многие местные СМИ отмечали, что гораздо большую опасность для девушек, ушедших в джунгли, могли представлять рептилии. Например, бушмейстер – самая большая ядовитая змея Южной и Центральной Америки. Отдельные особи могут достигать длины 4 метров. Несмотря на внушительные размеры, бушмейстер весьма стеснительная змея, избегающая встречи с человеком и селящаяся, как правило, вдалеке от его ореола обитания. Но многие его младшие собратья, семейство гадюковых, более агрессивны по отношению к людям. Главные надежды на то, что причина смерти девушек была установлена, полиция, естественно, возлагала на данные с мобильных телефонов и фотоаппарата, найденных в рюкзаке. Этим надеждам не суждено было сбыться. Наоборот, фотографии и распечатка мобильных данных окончательно запутают эту историю, превратив ее в одну из самых загадочных криминальных историй современного мира. Но прежде чем двигаться дальше, пара слов о достоверности данных, о которых пойдет речь. Во-первых, судя по всему, SD-карта фотоаппарата была слегка подпорчена долгим пребыванием в воде или по некоторым другим причинам, поэтому некоторые данные полиции пришлось восстанавливать. Во-вторых, после изучения фотоматериала, полиция передала фотографии родителям девушек, а они, естественно, не захотели устраивать из этого материала фотогалерею, опубликовав лишь некоторые из снимков. Ну а в-третьих, время и порядковые номера фотографий публиковались лишь в панамской печати и частично подтверждались только родителями девушек. А вот данные с мобильных телефонов Крис и Ли-Сан публиковались газетами всего мира. На них ссылалась голландская полиция, и, следовательно, вероятность ошибки в них минимальна. Вернемся снова в 1 апреля 2014 года. Время фотографий противоречило всем свидетельским показаниям. Согласно фотоматериалу, девушки начали свой путь на Эль-Пианиста не после 14:00, а гораздо раньше, ориентировочно аж в 10:45. Первая из опубликованных фотографий, номер 491, сделана в 12:03. Очевидно, где-то на полпути к Мирадору. На фотографии Крис, в руках она держит некий предмет, похожий на пластиковую бутылку, которую потом найдут в рюкзаке.
Следующая опубликованная фотография, номер 493, сделана в 12:42. Девушки к этому моменту уже находились около 2 часов на Эль-Пианиста. Видимо, этот пеший маршрут не вызвал у них особых эмоций. Как мы видим, они сделали всего 3 фотографии за 2 часа похода. На фотографии запечатлен один из каньонов, по-испански Барранко, находящийся где-то в непосредственной близости от смотровой площадки. Это, видимо, одна из восстановленных фотографий. Ее место в общей хронологии вызывает бурные споры среди исследователей данного случая. Дело в том, что на видео родителей какие-либо каньоны до Мирадоры отсутствуют. Позже родители Крис и Лисан пройдут по этому маршруту, снимая путь на видеокамеру. Кроме того, многие обращают внимание, что фотография слегка размазана, как будто бы сделана на бегу. Следующая фотография, номер 499, сделана в 13:01. Здесь все просто. Лисан на Мирадоре. Фотография номер 500. Сделана в 13:01, спустя 6 секунд после предыдущей фотографии. Лисан фотографируется с видом на противоположную от Мирадора сторону. Откровенно удивляют различия в облачности на обеих фотографиях. Еще одна фотография, около 13:00. Точное время неизвестно. Это единственная фотография, сделанная на мобильный, или единственная опубликованная. Крис на Мирадоре. Фотография номер 505, сделана в 13:20. Это начало карибского спуска. Крис в Барранке. Количество фотографий резко увеличивается. Исходя из нумерации и времени, видно, что за 19 минут девушки сделали 5 фотографий. Фото номер 507, сделано в 13:54. Это так называемая Квербада, переход через ручей. Всего на карибском спуске их 2. Это первый. Фотография номер 508, сделана в 13:54, спустя 8 секунд после предыдущей фотографии. Крис фотографируется на другой стороне ручья. И полиция, и родители девушек не раз подтверждали, что это последняя фотография, сделанная девушками 1 апреля. Что делали девушки в течение следующих почти 2 часов, неизвестно. В 16:39 Крис на своем мобильном наберет номер 112. Это экстренный номер службы спасения в Голландии и многих других странах Европы. Спустя 12 минут в 16:51 Лисан последует примеру подруги, также набрав 112 на своем Самсунге. Телефонный номер службы спасения в Панаме 911. Однако то, что девушки пытались дозвониться по более привычному для них номеру 112, в принципе не являлось ошибкой, поскольку при наборе этого номера на сотовых телефонах автоматически включается переадресация на номер службы спасения страны, в которой находится владелец телефона в данный момент. Действительная проблема заключалась в том, что в месте, откуда звонили девушки, очевидно не было сетевого покрытия, и дозвониться до службы спасения ни Лисан, ни Крис не смогли. Более того, в этот день они вообще больше не предпринимали попыток позвонить. 2 апреля. На этот раз первой в 6:58 попробовала дозвониться Лисан. Крис делает свою попытку в 8:14 и больше не пользуется в этот день своим айфоном. Лисан же пробует дозвониться еще раз в 10:53 и 13:56. На этот раз она набирает не только 112, но и пытается напрямую дозвониться до 911. 3 апреля в 9:33 Крис пытается еще раз связаться с 911, однако сетевое покрытие было недостаточным для установления связи и в этот раз. Это был последний звонок в 911. В течение дня девушки еще пару раз включали свои телефоны, однако попыток позвонить или отправить текстовое сообщение не предпринимали. 4 апреля. Крис дважды в 10:16 и 13:42 включает свой мобильный. На телефоне Лисан никакой активности в этот день не зафиксировано. 5 апреля. Телефон Лисан включается ночью в 4:50 и остается включенным 10 минут, в результате чего полностью разряжается и выключается. Телефон Крис включается дважды в 10:50 и 14:35. 6 апреля. В 10:26 телефон Крис включается еще раз, однако впервые включивший телефон не набирает пин-код. Следующее включение в 13:37. По информации, прозвучавшей на телеканале РТЛ, с 1 по 10 апреля телефон Крис включался в общей сложности 77 раз. 11 апреля телефон Крис будет включен сначала в 10:51, опять без пин-кода, а затем в 11:56 и спустя приблизительно час выключится.
Погодные условия в течение 11 дней были приблизительно одинаковыми. Днем столбик термометра поднимался до 30-36 градусов, а ночью опускался до 24-20 градусов по Цельсию. Единственный проливной ливень с грозами начался вечером 3 апреля в 17:00 и закончился ночью 4 около 2 часов. Дождь с грозой был также 8 апреля, но непродолжительный, с 18:00 до 19:00. В другие дни осадков не наблюдалось. А ночью, 8 апреля, кто-то неожиданно включит фотоаппарат и сделает на него в течение 3 часов ровно 100 снимков, то есть в среднем один снимок за 2 минуты. К сожалению, 97 из них будут сделаны в абсолютной темноте, без вспышки. Как заявит голландская полиция, несмотря на то, что снимки безусловно делались с открытым объективом, что-либо рассмотреть или распознать на них невозможно. Из 3 же снимков, сделанных со вспышкой, изначально будут опубликованы только 2. Это фото под номером 542, сделанное в 1:38, и 550, сделанное в 1:39. В феврале 2015 года полиция Нидерландов опубликует отчет об исследовательской работе, проведенной им по факту смерти Лисан Фрон и Крис Кремерс. Смысл отчета состоит, конечно, не в попытке доказательства той или иной версии о гибели девушек, а скорее является попыткой определить наиболее вероятную причину. Итак, по мнению голландской полиции, девушки погибли в результате несчастного случая. Прежде всего, географические условия на последнем отрезке маршрута Эль Пианиста показывают, что несчастный случай является самой возможной причиной последующей гибели Лисан и Крис. Мнения специалистов по данному отчету, естественно, были абсолютно полярными, и многие подвергли его серьезной критике. Панамский криминалист Октавио Кальдерон заявил, что не существует вообще никаких фактов, на основании которых можно утверждать, что девушки были вблизи реки. 2 найденные кости 2 различных людей из 2 разных частей тела на разных участках реки свидетельствуют скорее о том, что их туда кто-то положил. Спустя почти полгода после этого родители Крис Кремерс все-таки решили показать последнюю, 3-ю фотографию. Фотография была показана в одной из передач голландского телевидения. Карта с локализацией находок и сделанных фотографий. Останки девушек были переданы родителям и захоронены в Голландии. В этом громком, леденящем кровь исчезновении множество несостыковок и непонятных моментов. Почему время фотографий противоречит всем свидетельским показаниям? Официально на этот вопрос ни панамская, ни голландская полиция не дает ответов, не соответствуют и все. Зная, что путь до Мирадора занимает не менее 2 часов, а девушки на нем фотографировались в полдень или около того, значит они вышли на маршрут около 10 часов утра. Почему же свидетели утверждают, что видели их уходящими на маршрут около 2 часов дня, а около 17:00 минимум 2 человека утверждают, что они вернулись с маршрута, хотя это невозможно, хотя бы на основании того, что приблизительно в это время была попытка дозвониться в службу спасения с телефонов, находящихся по другую сторону Мирадора, на Карибском спуске. Свидетели перепутали их с другими европейскими девушками или сознательно обманывают, вводя следствие в заблуждение, но опять же, зачем? Чем больше людей обманывают и участвуют в сговоре, тем больше вероятность проговориться или допустить нестыковку с показаниями другого человека. Если бы умысел имел место быть и присутствовала криминальная подоплека, то гораздо проще было сказать, что я ничего не видел и ничего не слышал. На самом деле, хоть официальная версия и гласит, что девушки погибли в результате несчастного случая, криминал здесь более чем возможен. В Панаме, как и во многих странах Центральной Америки, помимо наркоторговли также процветает и работорговля в сфере секс-услуг. Многих девушек похищают или обманутым путем завлекают в эту сферу. Вполне возможно, что на иностранных девушек, отличающихся от местных, могли обратить внимание заинтересованные лица. Почему девушки звонили только в службу спасения, ни разу не попытавшись дозвониться до родных или друзей? С одной стороны, это логичное объяснение, что, видя бесплодность попыток дозвониться в 911 и 112, не хотели тратить время заряда телефонов. Но недоумение вызывает также то, что не было сделано ни одной попытки отправить СМС тем же друзьям или родителям, особенно в первые дни, когда телефоны не выключались и заряд батарей еще не экономился.
Всегда существует вероятность, когда при отсутствии сети СМС висит на отправке, а затем при получении минимального сигнала все же отправляется. Причем оно отправляется даже тогда, когда дозвониться невозможно. Впрочем, девушки могли про это и не знать, если они жили в месте, где сотовая связь всегда стабильна. Также почему-то нет ни записей в телефонах, ни фотографий происшествия. Минимум 11 дней девушки были живы, одна точно во всяком случае. Ни в одном телефоне нет записи о случившемся, ни голосовой, ни текстовой, и ни одной фотографии, проливающей свет на то, что случилось. Ни в телефоне, ни в фотоаппарате. Время включения телефонов и попыток дозвониться. В течение нескольких дней, со 2 по 6 апреля, девушки включают телефоны в одни и те же промежутки времени, между 10 и 11 часами и между 13 и 14 часами. Откуда такая избирательность и привязка ко времени? Кстати, iPhone Крис протянул 11 суток. Очень даже неплохое время для современного смартфона, пусть даже с учетом того, что часть времени он был выключен. При включении мобильный телефон пытается найти сеть, и если ее нет или она слабая, на поиск и удержание сети тратится очень много энергии. Шорты Крис. Найденные в процессе поисковой операции шорты добавили еще одну загадку в этом деле. Согласно отчету панамской полиции, шорты аккуратно лежали на большом камне, возле русла ручья. Следов разрывов или каких-нибудь еще повреждений на них не было. Также полиция заявила, что следов крови на них обнаружено не было. Собственно говоря, вопрос: зачем снимать в джунглях шорты и оставлять их на камне? Версии, которые выдвигались пользователями форумов, выглядят так. Шорты испачкались грязью, их сняли постирать, положили сушиться на камень, но что-то девушек спугнуло, они убежали и не вернулись. Вполне возможно, но вряд ли запачканные шорты в такой ситуации стирают. Ну загрязнились, и что? Это не город, где на тебя все смотрят. В джунглях ценности и приоритеты совершенно другие. Как вариант, шорты испачкались не грязью, а у владелицы начались критические дни. В такой ситуации стирка вполне логична. Но полиция официально заявила, что следов крови на них обнаружено не было, а в простой воде горного ручья без моющих средств кровь отстирать невозможно. Впрочем, экспертиза легко определяет характер крови, и о таком интимном факте следствие могло и стыдливо умолчать, посчитав его не относящимся к делу. Девушки захотели искупаться в ручье, разделись, но что-то девушек спугнуло, они убежали и не вернулись. В том ручье не особо-то искупаешься, это именно ручей, а не река. Он мелкий, попить из него можно, руки помыть, но купаться нет. Тем более, почему тогда остались только шорты, а остальная одежда? Помимо шорт на Крис была еще майка. Крис сняла шорты, потому что ей было жарко, и она решила от них избавиться. Сложно представить человека по доброй воле, идущего в нижнем белье по джунглям, тем более, что шорты рациональнее было положить в рюкзак, который был у девушек с собой. Шорты были сняты, потому что Крис получила травму. Зачем тогда их аккуратно раскладывать на камне? Не проще было бы их убрать в рюкзак? Тем более, если бы травма была открытая, на шортах была бы кровь. Если закрытая, перелом или вывих тазобедренного сустава, то далеко от шорт Крис бы не ушла. Тело обнаружили бы неподалеку. Останки девушек, найденные на значительном расстоянии друг от друга, и их состояние. Ботинок Лисан. Ботинок находился недалеко от русла реки, за деревом. В ботинке обнаружили часть ноги. По мнению полиции, она была отделена в результате естественных процессов. Впоследствии недалеко от этого места будут найдены более мелкие костные останки, не уточняется какие именно, на которых обнаружат кожный покров. Кожный материал показывал первую стадию разложения, в результате чего полиция пришла к выводу, что он хранился в тени, в прохладном месте, при низких температурах. Эти находки говорят в пользу криминальной составляющей случившегося. В результате каких естественных процессов стопа могла отделиться от голени, связки не сгниют даже в таком жарком климате за 3 месяца. Также полиция ничего не говорит про следы, которые обязательно должны были остаться на суставе при отделении, в результате чего был бы ясен характер травмы. И как с этим соотносится находка, сделанная совсем рядом, мелкие костные останки, на которых сохранилась кожа, которая была в первой стадии разложения. Как может разложиться нога вплоть до разрушения сустава, а кожа осталась фактически нетронутой? В каком холодильнике эти костные останки лежали и кто их принес к ботинку и подбросил? Часть тазобедренной кости Крис, недалеко от ботинка Лисан. На кости не было обнаружено признаков разложения.
Полиция предположила, что кость была отгрызана хищниками, хотя явных следов клыков животных на ней найдено не было. Полиция не выдвинула никаких версий, как могла лопнуть тазовая кость и какой характер имела линия перелома, по которой можно было судить о характере травмы. Чтобы сломать тазовую кость прижизненно, нужно было упасть с очень большой высоты и крайне неудачно, на спину или на бок. Версия про отгрызание хищниками не выдерживает критики. Хищники семейства кошачьих, такие как пума, например, не грызут кости. Это мог сделать волк или гиена, но они в данной местности не водятся, да и следов зубов на кости не было. Если предположить, что это место все же было местом гибели девушек, то как их рюкзак мог оказаться гораздо дальше этого места, внизу по течению ручья, кто его туда принес? 3 августа, более чем в 15 километрах от старта Эль-Пианиста, будет обнаружено ребро Крис Кремерс. Еще при визуальном осмотре эксперты обратили внимание на абсолютно белый цвет кости. При последующем анализе на ребре были найдены большое количество фосфатов, вследствие воздействия которых ребро и получило такой цвет. Откуда взялись фосфаты на ребре? По версии полиции, оно побывало в желудке хищника. Но, во-первых, что же это был за хищник, который может целиком проглотить ребро? А во-вторых, как это ребро смогло покинуть желудок, не переварившись, и пройти по кишечному тракту? Да и соляная кислота, находящаяся в желудке, никакие фосфаты на поверхности кости не осаждает, а наоборот, растворяет неорганику, кость в результате чего становится мягкой и переваривается. Рюкзак, найденный в русле ручья с вещами. Некоторое удивление вызывает его неплохая сохранность и сохранность находящихся в нем вещей. Также непонятно, его здесь оставили сами девушки или он приплыл по течению. Во время дождя вода могла подняться, и теоретически рюкзак, оставленный выше, могло принести на это место потоком. Но если его несло горным потоком, швыряя об камни, то его сохранность удивляет. Если же его оставили девушки, то как их останки оказались выше по течению, то есть они и возвращались? Также странно, что хорошо сохранились телефоны и фотоаппарат, да и вообще сам факт их наличия в рюкзаке удивляет. К трагической развязке 11 апреля, когда последний раз включался iPhone Крис, тот, кто его включал, Крис или Лисан, явно уже был в состоянии близкому к невменяемому, на что указывает 77 включений и выключений телефона. Человек в таком состоянии явно не будет аккуратно упаковывать вещи в рюкзак. У Джека Лондона есть очень сильный рассказ «Любовь к жизни». Там очень хорошо описывается поведение и состояние человека, отчаянно борющегося за свою жизнь, и о смене его предпочтений, ценностей и приоритетов в процессе борьбы. Хоть рассказ и художественный, но описывается все очень достоверно. И на грани смерти вряд ли девушка будет упаковывать телефоны и фотоаппарат в рюкзак, тем более, что на них нет никакой информации, способной пролить свет на происходящее. Ночные фото 8 апреля. Серия из 97 фотографий, сделанных на фотоаппарат в полнейшей темноте без вспышки и 3 со вспышкой. Выдвигаются разные версии происхождения данных фото. Как-то кто-то заснул, положив голову на рюкзак с фотоаппаратом, ну и периодически давил на кнопку «Спуск», или попытка отпугнуть хищника в темноте звуком затвора. Но если фотоаппарат лежал в рюкзаке и делал там сам по себе фотографии от случайных нажатий, то как потом он оказался на улице? После серии этих снимков, где было сделано еще 3 снимка со вспышкой. Все эти 100 снимков, 97 в темноте и 3 со вспышкой, это одна фотосессия. Лежать головой на рюкзаке, спать, а потом проснуться глубокой ночью и начать снимать крайне маловероятно. Если это была осознанная съемка, то зачем было несколько часов щелкать темноту, а затем в конце делать снимки со вспышкой? Отпугивать хищника? Звук затвора или имитация звука затвора достаточно тихие, чтобы им отпугивать. Да и на снимках со вспышкой никаких хищников нет. Вполне возможно, что кнопку давил человек, находящийся в стагнации, плохо соображающий, что он в данный момент делает. 3 ночных снимка со вспышкой. Эти снимки микроскопически рассматривали многие пользователи форумов. Их и увеличивали, и осветляли, и что только с ними не делали, пытаясь понять, что именно на них сфотографировано, и главное, зачем. На первом снимке, например, некоторые увидели ногу. При должной фантазии, в принципе, ее там действительно можно увидеть. Вторая фотография ветки с чем-то красным тоже вызывает споры.
Красные вещи – это полиэтиленовые пакеты. Такие пакеты были обнаружены в комнате девушек, и их видно на фотографии. Вполне возможно, что в эти пакеты они что-то завернули и положили в рюкзак, выходя на прогулку. Зачем вот только они их нацепили на ветку? Тут два объяснения. Махали веткой спасательному вертолету, а пакеты были для привлечения внимания. Или развесили их на ветвях, чтобы собрать дождевую воду или утреннюю росу для питья. Также непонятно, что за бумажка лежит возле ветки и что на ней написано, и имеет ли она отношение к происходящему. Местонахождение, где происходила эта ночная фотосессия, установить так и не удалось. Третье фото, на котором видны волосы Крис, вызывает наибольшее количество споров. Его родители девушки изначально не хотели показывать и в итоге показали лишь спустя полгода, и то в телепередаче, где на нем сверху лежит другое фото, скрывая часть. Полное фото никогда не было опубликовано, и неизвестно, случайно или умышленно часть фотографии скрыта. Если умышленно, то что же там изображено? Многие отмечают, что волосы Крис выглядят чистыми, что странно для 8-го дня блуждания по джунглям. Оппоненты им отвечают, что это эффект вспышки, при котором даже грязные волосы могут выглядеть относительно чистыми. Проводились даже эксперименты, подтверждающие это утверждение. Ну а кто прав и чистые ли волосы на фото или нет, неизвестно. Позже появились сведения, что есть еще и 4-й снимок со вспышкой. На нем виден край обрыва, хотя изначально в первоисточниках говорилось лишь о 3 снимках. В этой истории загадок гораздо больше, чем ответов. Будет ли известно, что на самом деле произошло в джунглях Панамы в апреле 2014 года? Или этот случай войдет в копилку неразгаданных трагедий и происшествий? Береги себя. Пока.